В этой позиции Гарри Каспаров жертвует ферзя Владимиру Крамнику. Поднял, ребята, я для вас шахматный архив, интереснейшую партию, которая была сыграна между Гариком Каспаровым Черными против Владимира Крамника. Партия была сыграна в Великобритании, поэтому мы отправляемся с вами в Лондон и наблюдаем. Владимир Борисович пихает пихунделя d4, конь f6, Гарри Каспаров отвечает. Это, на секундочку, архив 94-го года, когда эти два мужчины были в прайме. Один уже немножко на спад пошел, второй только начинал свою бурную карьеру. c4, g6, конина c3, слон g7, e4. Это у нас старогукешская защита d6. Ходом конь f3 Владимир Борисович показывает, что он будет играть нормальный вариант этой защиты. Обычно здесь идейка атаки на ферзевом фланге у белых и на королевском фланге у черных. Но здесь нас ожидает интереснейшая жертва ферзя от Гарри Каспарова. Рокировка и слон e2. Чтобы долго времечко не тянуть, Гарик играет e5, продвигает своего центрального пихунделя. На первый взгляд кажется, что это жертва пешки на поле e5, ведь можно ее здесь смыкнуть. Тут еще разок и конь e5, но не там-то было. После ферзь d1 и слон d1 находится обычный хороший ход конь e4. Слон вскрывается, нападает на коня, и если забрать этого коня на e4, мы здесь тырим конину на поле e5. Поэтому после хода e5 Владимир Борисович пихает пихунделя дальше на поле d5. Не ожидает, что в этой партии будет настолько мощная заварушка. Опять играет Каспаров, не опять основа, слон g5 и ходом a6 Гарик прогоняет этого вонючего слона, который неприятно связывает коня. Но слон просто так не отступает. Конечно, можно было бы еще сыграть g5 в этой позиции, прогнать его нахуй сюда, чтобы он здесь не появлялся. Но Гарик избирает другой путь, он выводит своего коня на поле а6, рокировка, слон d7, чтобы как-то потом c6, b5, что-то такое. Но тут после конь d2 и конь c5 Гарик играет Борисович b3, что позволяет Каспарову провести интереснейшую полупокерную, я бы сказал, комбинацию со взятием пешки на поле e4. Компьютер маркирует этот ход как неточность, но при этом не дает никакой херовой оценки для черных. Владимир Борисович, конечно же, кушает эту вкусную мамаситу, как сладенького читера на ческоме. Конь c3 сначала вам гарде, ферзючка не может отступать на c1, ибо если ферзь c1, тогда вообще за что ты боролся, на то и напоролся. Король отступит, ферзя забрали. Поэтому после взятия на c3 ферзю необходимо отступать только на e1, как было в партии, и ладейка тырит слона на поле d8. Что же мы имеем в сухом остатке? Получается всего лишь две фигуры, слон и конь за ферзя, но здесь вечеринка только начинается. Ты, если смотришь, не забывай пропердолить лайкосик и проверь свою подписку, ведь здесь у нас гениальнейшие разборы, которых ты нигде больше не увидишь. Ладейка c1, это зевок от Владимира Борисовича, ну как так? Володя, это тебе не читера кошмарить. Гарик берет на поле а2, ладья а1 и конь b4 отступаем. Угрожает вилка на поле c2 и ходом слон d1 Крамник парирует эту неприятную затею Каспарова. Ходом e4 вскрывается диагональ большого мистера слона на поле а1, ладья b1, снова мандарин и ладья e8, пешку необходимо защищать. Каспаров не имеет ферзя, вернее имеет его Крамник, но за то, что у Крамника ферзь, у Каспарова две фигуры, но при этом оценка позиции в пользу черных аж целых -2. Легкий морозец. Ферзь e3 подгоняет Крамник свою мамаситу, желает намутить какую-то полулегальную контр-игру. f5 надо пешечку защитить. Каспаров полон энтузиазма, чтобы перевернуть эту партию и наказать своего будущего обидчика. h4 на ладья f8, чтобы двинуть пешку на поле f3. Пора бы уже и g3, чтобы на f4 просто затырить эту пешку. Ладья e8. Все фигуры Каспарова
Каспаров бросает в топку атаки, подготавливает финальный прорыв по лицу Владимира Борисовича. Король G2 пошел сюда, позиция белых усугубляется, но конь bd3 потихоньку подкрадывается на слабое поле d3, ладья G1, Владимир Борисович пытается съебнуть королем на поле e2 куда-то, чтобы немножко легче жилось, но следует f4, после чего Крамник задумался принять нестандартное решение, а именно вернуть своего ферзя. Через несколько ходов он все-таки вернет своего ферзя. Пошел h5, чтобы вскрывать, хотя бы как-то вскрыть вот эту вот линию, чтобы сильно не пострадать, но уже поздно, уже пострадал. Ладья f1 защищает пешку на поле f2, ладья h4, ладья h1 предлагает размен, ладья f4 опять присосался на поле f2 Каспаров, ладья f1 и ладья e f8 на поле f2 половинку просит. Отдавай свою пешку. Нет, не отдам, пусть она идет на f3. И сам не возьму, и тебе не отдам. Ладейка h4 все же следует в этой партии. Если забрать, например, вот тут стукнуть, тогда последует вот сюда взятие, и после взятия конем ладья h3, слон f3, конь f4, король g1 и слон e5 с выигрышной позицией у черных. Но в партии после взятия пешки на e4 следует конь f4 шах. Каролина отступает на g1, конь скакун на d3 заскакивает сюда, вонять ему в лицо. e5. Крамник еще раз ошибается, после чего конь e5, ладья c1 и ладья h3. Именно в этой позиции через несколько ходов Владимир Борисович попытался вернуть своего ферзя за несколько фигур, но, к сожалению, он получает неприятности. Конь h3 получает шах, король сюда, ладья f1. И после король f1 следует еще несколько ходов g3, король g2 и конь f4. После этого хода необходимо сдаваться, так как следует форсированный мат в 7 ходов. Отступать на поле g1 плохо из-за мата, просто ладья e1. А если отступать, король f1, последует шах на d2 сюда, король сюда, ладья h3, подготовка, ладья h1 с матом, конь e5, чтобы перекрыть диагональ слону, слон все равно сюда берет, слон e2, слон d4, король пошел сюда, уже новый ферзь у нас нарисовался, король сюда съебался и слон e3 с матом в несколько ходов. Поэтому вот такие, ребята, помидоры. Предлагаю тебе кликнуть на конечную заставку, черкануть комментарий в поддержку своего любимого шахматиста, а также залетай на канал, смотри плейлисты со своими любимыми шахматистами. До новых встреч, подпишись.